Всем привет! Вы на канале Криптон Маурук, и сегодня я вам покажу самый быстрый и самый простой способ поставить свой собственный сервер Matrix. Вы получите на нем возможность общаться между пользователями своего сервера и с пользователями других серверов тоже. Вы сможете созваниваться, и вы также сможете подключаться к комнатам с различных серверов, в том числе и Matrix.org. А также в данной установке присутствуют кастомные темы, которые ставятся вместе с установкой сервера. Ну и в том числе можно будет добавить собственную тему в дальнейшем. О том, как выбрать сервер, получить домен и прописать DNS-записи, я подробно рассказал в предыдущем видео. Можете посмотреть самое начало и вернуться сюда. Но если кратко, то сервер лучше всего брать от 4 ядер процессора и от 8 гигабайт оперативки. Будет работать и на 2 ядрах 4 гигабайтах, но лучше брать больше. Итак, перейдем непосредственно к подготовке и установке. Вы арендуете VPS-сервер, ставите на него Ubuntu 24.04. Также хостинг-провайдер после аренды вам выдаст пароль от сервера. Вы его копируете, сохраняете, а также сохраняете IP-шник, который вам выдает хостинг-провайдер от сервера, и вам нужно будет его вставить в ADNS-запись и далее при установке сервера. Также вам потребуется доменное имя и прописаны DNS-записи. То есть A-запись IP-шник вашего сервера, а также CNAME записи для веб-клиента, сервиса уведомлений, Matrix сервера. Coturn — это для звонков P2P в Element Classic и Shield обычном. CNAME запись для Element Call, который используется во время групповых звонков и во время звонков в Element X. И CNAME запись для админ панели. Далее вам потребуется какой-то SSH-клиент. Мой выбор — это MoboXterm. Вводите в любом поисковике. Первая ссылка обычно без VPN не работает, но на SourceForge все нормально. Переходите туда, качаете. Также для общения с людьми, которые зарегистрированы на Matrix.org и комнаты, которые зарегистрированы там же, вам потребуется VLS-подключение. В частности, на XHTTP, потому что это наиболее стабильный на данный момент способ. Переходите в подключение, копируете ссылку и сохраняете ее. Я рекомендую сразу в отдельный файл прописать IP-шник и все ваши домены, также имя пользователя и пароль для будущей админки, и почту для уведомлений об SSL-сертификатах, и LS-ссылку. Это все делается, чтобы дальше вам было проще все это и быстрее копировать и вставлять. Когда у вас на сервере операционка установится, вы заходите в MoboXterm и создаете новую SSH-сессию. Вводите IP-шник от сервера, и имя пользователя root. Здесь соглашаетесь, вводите пароль от сервера и дальше очистим терминал, чтобы не было визуального шума. Теперь, когда вы подключились, можно поменять пароль на свой командой passwd, чтобы в дальнейшем вам было проще подключаться. Дальше по ссылке в описании или комментариях переходите на мой GitHub, и здесь есть одна команда для скачивания и запуска скрипта. Этот скрипт находится здесь, в открытом доступе. Если хотите проверить, можете его просмотреть, проанализировать, или закинуть нейронку, или скинуть знакомому, который разбирается. В общем, копируете и вставляете. Чтобы вставить в терминале, нужно нажать сочетание клавиш Shift Insert или Ins кнопка. Этот скрипт обращается к файлу на GitHub, делает его исполняемым и выполняет. Теперь скрипт, который с GitHub, будет в интерактивном режиме у вас запрашивать данные, которые мы сохранили заранее, а именно IP-шник и домены для ваших сервисов. В первую очередь основной домен, потом Matrix домен, веб-клиент, админ-панель, Coturn сервер, Element Call и сервис уведомлений Notify. Ну и данные для админ-панели, почта для SSL-сертификатов. В целом вы можете не использовать X-Ray Proxy и LS-подключение.
Но в этом случае не гарантируется, что установка пройдет и что вы сможете общаться с людьми с Matrix.org сервера и в комнатах, зарегистрированных там же. Если в случае с комнатами вас может спасти Федерация Матрикса, то в случае с общением с людьми оттуда, даже с русскими, вы все равно не сможете с ними общаться, если ваш сервер находится в России. Если он не в России, то вы можете не ставить X-Ray прокси. Далее скрипт делает все полностью за вас. Вот на этом моменте скрипт у вас может зависнуть на какое-то время. Здесь происходит скачивание докера. Этого не надо пугаться, просто ждите. Когда у вас все установилось, у вас будут выданы ссылки на ваш X-Ray конфиг, на ваш Ansible конфиг, который можно редактировать, если вы хотите что-то добавить в будущем. Адрес вашего сервера, адрес веб-клиента и адрес админки. Давайте перейдем в админку. Так как админка наша, здесь сразу прописан наш адрес сервера. И зайдем под админом. Здесь вот мы создаем юзера, либо регистрационный токен, чтобы юзеры сами зарегистрировались. Это делается вот так. Можно здесь что-нибудь написать, можно ничего не писать. Здесь устанавливается лимит использования, например, 5, и создаем его. Вот здесь рандомная строка вписалась. Также пользователя можно создать вручную. И сменить ему пароль. А теперь давайте войдем под этими аккаунтами, чтобы совершить тестовый звонок. Для этого нам нужно перейти в веб-клиент, на который ссылка дается в терминале. И так как мы уже входили здесь в админку, нам не надо будет здесь входить заново. Вот. И для теста войдем в браузере под другим пользователем. Я создавал юзера с тем же паролем, что и админа, поэтому копирую его из терминала тоже. Так, давайте сразу поменяем тему на темную. И чтобы написать кому-нибудь, нужно написать его никнейм в поле поиска и выбрать «Люди». Какое-то время после запуска сервера пользователи могут быть еще не проиндексированы, поэтому нужно будет написать имя пользователя, двоеточие и имя сервера. Пользователю юзер приходит сообщение от админа. Принимаем. Восстановление, а точнее ключи восстановления можно сделать и потом. И пользователь отвечает. Теперь для проверки совершим тестовый звонок. Позвоним с одного браузера на другой. Из-за того, что записывается сразу с двух аккаунтов, там звук дублируется. В принципе, тут работает. И тут работает. В общем, вот так. Если что, эти звонки проходят именно через сервер, а не один на один напрямую. А на этом сегодня все. Приходите в телеграм-канал, приходите в телеграм-чат. В дальнейшем будет создана Matrix-комната. И если возникнут проблемы, можете написать в телеграм-чат, который будет связан с Matrix-комнатой. И всем удачного хостинга Матрикса!